Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли в позиции SOT FTC, как это повлияет на движение цен активов на предстоящей неделе, а также какие позиции на форсе ММВБ и как это будет влиять на движение основных ключевых активов на российских фондовых площадках в понедельник. Так, друзья, но вначале очень важная информация. Вот я ее в резервном телеграм-канале опубликовал, чтобы она была под рукой. 27 января запланировано решение ФРС США по процентной ставке. Соответственно, вот этот момент он послужит ключевым для того, чтобы на неделе либо подтвердились те тенденции на рынках, которые есть, либо произошел кардинальный перелом. Так, но ФРС в целом отдельная, это такая очень обширная тема. Наиболее вероятно, что будут смягчать монетарную политику, печатать больше денег. Собственно говоря, Байден уже на этот счет обозначил приоритеты. И помощь в виде чеков и различных наличных денег, их форм будет предоставляться населению в большем объеме. И вообще, то есть ФРС, если оно до этого всех топило в долларах, то теперь оно, наверное, просто кардинально будет топить в долларах, потому что приход демократов, он наиболее вероятно приведет к тому, что вообще все текущие вопросы будут решаться эмиссией денежной массы. Опять же, печатание денег это не значит, что их напечатают и развезут на тележках. Нет. То есть это наиболее вероятно в текущем обществе, текущем развитии, предоставлении в виде различных гарантий, в виде различных финансовых инструментов, выкуп долгов и так далее и тому подобное. Так, друзья, что примечательно, давайте вернемся к календарю, к SOT FTC. Вышли данные по поводу числа активных буровых установок от Baker Hughes. Что мы видим? Идет рост, но рост очень небольшой. Было 287, стало 289. Как же так? То есть почему это происходит? Вроде нефть на достаточно комфортных ценах, она растет и скорее всего, возможно, она либо останется на текущих ценах, либо продолжит рост. Но смотрите, здесь два момента. Либо те, кто занимается этим бизнесом, они ожидают, что будет коррекционный откат, либо, что, с моей точки зрения, более вероятно, то, что текущий объем производства, он все-таки сократился, и несмотря на то, что достаточно комфортные цены на нефть, смысл наращивать дополнительно добычу, его просто на текущий момент нету. Поэтому мы, как я ранее обозначал, подошли к волшебным линиям, к волшебному диапазону, это 290-310. И я предполагаю, что где-то в этом диапазоне и будет находиться количество этих вышек на протяжении какого-то обозримого периода времени, там полгода, может быть год. Разумеется, если мы увидим чудодейственное восстановление мировой экономики, то этот показатель может уйти и на 500, и на 600, но пока наиболее вероятный диапазон это консолидация 290-310. Ну и соответственно это будет указывать на то, что отсутствуют какие-либо существенные драйверы для дальнейшего роста цен на нефть. Так, друзья, давайте перейдем теперь к данным SOT FTC. Это данные с инвестинга. Обращаю внимание, что инвестинг с определенной периодичностью предоставляет недостоверные данные. Такое бывает, но, собственно говоря, не ошибается тот, кто ничего не делает. И здесь я выборочную проверку провожу данных, которые публикуются. Соответственно, в этот раз по результатам выборочной проверки я изъянов не обнаружил. Я проверяю то, что меня интересует в наибольшей степени, те инструменты, либо которыми я торгую, либо которые оказывают существенное влияние вообще в принципе на движение на мировых площадках. В данном случае это нефть, но начнем мы с меди. По меди лонги наращивают. Соответственно, это говорит о том, что никто не ожидает на текущий момент, в ближайшем обозримом будущем, просадку мировой экономики. И это обнадеживает. Далее, то, что касается нефти. Здесь произошло сокращение лонгов с 528 тысяч до 508 тысяч. Вот. Это говорит о том, что цены на нефть будут в боковике, либо они немножко охладятся. Вот. Но здесь у нас есть определенный дедлайн, это заседание ФРС. До этого момента, скорее всего, мы будем где-то в текущем диапазоне, текущей консолидации находиться.
Ну а когда решение ФРС будет, тогда мы можем увидеть, во-первых, на момент решения значительное движение, и потом, ну, возможно, и будет какое-то изменение траектории, но я думаю, по нефти сохранится на предстоящей неделе боковик. Но опять же, это произойдет в том случае, если не будет никаких новостей, которые существенно окажут влияние на макроэкономические показатели. Так, далее золото. По золоту, ну здесь боковик, небольшой рост на 400 позиций лонгов. Здесь по золоту и как по серебру, кстати, тоже предполагается боковик. Ну, там совсем небольшое снижение, увеличение позиций. И до решения ФРС, которое 27 января, и по золоту, и по серебру, и по большинству инструментов, я предполагаю, мы будем иметь боковик. А в день, когда будет решение, мы посмотрим, какая динамика на активы, скорее всего, будет формироваться и что произойдет в момент решения ФРС. Так, далее NASDAQ. По NASDAQ нарастили лонги, то есть ожидают рост по американскому высокотехнологическому сектору. Но здесь, с одной стороны, как бы краеугольный камень получается. Текущая эпидемия, она вознесла в небеса высокотехнологические компании, потому что это и есть новая экономика. С другой стороны, как бы деревья до небес не растут, и здесь, я так предполагаю, мы по американскому хай-теку наиболее вероятно на предстоящей неделе будем иметь боковик. Опять же, в день решения ФРС могут произойти кардинальные изменения, в том числе и по NASDAQ. Так, далее природный газ. Здесь лонги нарастили. Ну, зима вроде как холодная. И руки в карты. Карты в руки природному газу из-за холодной зимы. Ну и здесь ожидается природному газу на новой неделе позитивная динамика, то есть рост цен. Исходя из изменения позиций, то, что лонги нарастили, нон-коммерсы, ну или как их называют американские спекулянты. Так, по S&P тоже позитивная динамика. Здесь сократили количество шортов. Ну, это говорит о том, что мы, возможно, на предстоящей неделе будем продолжать ставить новые рекорды. Вот. Но здесь больше мне напрашивается на ум боковик. И по S&P, и по NASDAQ. То есть, ну, рынок перегрет. Какой-то небольшой откат и движение в рамках консолидации. Закрепление достигнутых успехов. Так, серебро мы посмотрели. По канадскому доллару ожидают снижения небольшое канадского доллара. Кстати, по британскому фунту там обратная ситуация. Ожидается рост британца к американской валюте. Так, далее по иене. Ну, здесь боковик. Далее, то, что касается рубля. Давайте откроем график. Так, вот он, рубль-доллар. Собственно говоря, рубль-доллар, нефть, золото — это то, что я досконально проверяю, чтобы там никаких нюансов не было. Да, эти сведения, они корректные, как показывают другие источники. Произошло небольшое снижение лонгов по рублю у американских нон-коммерсов или спекулянтов. Вот. Но здесь, опять же, видите, кардинального такого изменения нету. Шорты пока никто не набрал. То есть не ожидают какого-то обвального движения в паре доллар-рубль. Те движения, которые мы видели на прошедшей неделе, они все идут в рамках консолидации. Пока никакого, скажем так, ужаса, там заголовки СМИ, там отдельные личности, там девальвация рубля, там, да нет никакой девальвации. Пока идет движение в рамках боковика. Вот выход из этого боковика, посмотрим, там будет, не будет девальвация. В любом случае, при текущей нефти и отсутствии каких-то жесточайших санкций, я думаю, никакой девальвации рубля на предстоящей неделе не будет. Но опять же, здесь с оговоркой 27-го решения ФРС. И до этого решения, точнее накануне, в день решения, и после возможно существенные движения по всем активам, в том числе в паре доллар-рубль. Ну а пока, исходя из позиции американских спекулянтов, не ожидается обвального снижения рубля к доллару. Да, там есть волшебный инверсионный уровень 77.35, и он неудержимо будет к себе притягивать. Так, ну и второй важнейший показатель — это, конечно же, евро-доллар, направление движения капитала. Что мы с вами видим? Мы видим, что произошло увеличение лонгов в паре евро-доллар. То есть вот здесь мы должны еще хотя бы один пик такой нарисовать. Вот мы уже один нарисовали. Должен быть второй пик.
Но здесь какой есть момент? В паре евро-доллар была пробита 1,21. Это негативный знак. И вот это движение, которое мы недавно наблюдали, оно указывает на то, что в любой момент евро-доллар может развернуться, к сожалению. Но с другой стороны, если рассматривать динамику изменения позиций американских спекулянтов, то, как это происходило ранее и то, как это происходит в связи с движением капитала, здесь все-таки нужен еще один вот такой вот забористый пик, чтобы был полноценный либо двойная вершина, либо забор, и тогда уже можно после этого начинать крутейшее падение. Вот. Но здесь, я так думаю, до решения ФРС мы, скорее всего, в евро-долларе будем наблюдать боковик. Далее, в зависимости от позиции ФРС, если она будет озвучена значительно более мягкая монетарная денежная политика, то есть они все-таки еще что-то со ставками сделают их уже реально отрицательными, то есть не только реальные отрицательные ставки, которые сейчас имеют место быть, но и номинально, то тогда, конечно же, мы увидим взрывной рост евро к доллару. Вот. Но пока не будем гадать, посмотрим, как события к среде будут развиваться. До среды здесь наиболее вероятен боковик. И вполне даже возможно, что мы попробуем потестить уровень 1,23 в рамках той консолидации большой, которая сформировалась в паре евро-доллар. Так, друзья, ну и давайте рассмотрим, какие ожидания по поводу понедельника в части изменения позиций во фьючерсах на ММВБ. Так, то, что касается РТС. Так, по РТС нарастили шорты, юридические лица, и, соответственно, срезали лонги. Но если рассматривать дневной график по фьючерсу РТС, действительно здесь по дневному графику получается вполне как бы должно быть движение с целью сходить на 140 тысяч, 139 тысяч вот сюда, в этот диапазон. Так, далее Сбербанк. Здесь ставка на то, что Сбербанк продолжит снижение. Так, ну вот он, дневной график фьючерса Сбера. Ну, действительно, здесь получается не добиты цели движения, это 260 и 252. Вот, и все указывает на то, что в понедельник вполне можем увидеть движение на 260 как минимум. Опять же, обращаю внимание, что если какие-то изменения в позициях у юриков происходят, это не всегда железно означает, что движение будет в этом направлении. Да, есть определенная положительная корреляция с высокой степенью, что если, допустим, режут лонги, то, соответственно, актив, он либо падает, либо, соответственно, он какой-то пируэт делает вниз. И, соответственно, после этого либо движение вниз продолжается, либо происходит отскок, и дальше может пойти рост. Поэтому здесь это указывает на высокую вероятность того, что движение в этом направлении будет. Это не всегда срабатывает, но достаточно вероятно. Вот. И кроме того, по факту выполнения вот этого движения, этой задачи, вполне может развиться коррекционный отскок и даже рост. Поэтому по Сбербанку мы более детально с вами рассмотрим, потому что, конечно, напрашивается движение на 252, возможно даже 245, но как-то вот пока, исходя из такой динамики, на ум такие цифры не приходят, и поэтому мы там отдельно в понедельник с утра этот момент проанализируем. Так, Газпром, здесь, судя по динамике изменения, ожидают боковик. ГМК, здесь сделали ставку на рост ГМК. Далее, сишка, доллар-рубль. Ну, здесь ставка на то, что доллар продолжит свой рост против рубля. Ну, на фоне роста геополитических рисков, на фоне того, что нефть там корректировалась в пятницу. Но здесь какой есть момент? В понедельник, 25 января, ожидаются крупные налоговые платежи. И данный факт он может оказать поддержку рублю. Да, вот движение, которое в паре доллар-рубль особенно будет в понедельник, зависит от тех событий, которые на эти выходные происходят. Вот. Но не будем даваться в подробности политики. Здесь более детально посмотрим в понедельник с утра, какая будет диспозиция на мировых площадках. Ну а пока то, что показывают позиции юридических лиц, они ожидают продолжения роста в паре доллар-рубль, ну и движение на 76 с плюсом. Это на понедельник.
Так, далее евро-рубль. Но здесь ситуация аналогична. Юридические лица делают ставку на то, что евро к рублю будет расти в понедельник. А евро-доллар. Ну смотрите, здесь вот получается унисон с данными SOT SFTC. Американские спекулянты на недельном отрезке делают ставку на то, что евро к доллару будет расти, укрепляться. Соответственно, российские юридические лица делают ощутимую ставку на то, что в понедельник мы увидим продолжение роста евро против доллара. Так, далее нефть. По нефти ставка на то, что нефть будет снижаться в понедельник. Так, нет, прошу прощения, нефть будет расти в понедельник, потому что шорты срезали. То есть здесь получается все-таки они ожидают, что в понедельник оформится отскок и движение выше 56,5, судя по всему. Так, далее серебро. По серебру юридические лица ожидают все-таки снижения, потому что значительно срезали лонги. Так, золото, золото, золото. По золоту тоже ожидают снижения, лонги порезали. Так, друзья, ну в общем-то это все основные моменты. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube, телеграм-канал. Резервный телеграм-канал еще появился, но это на тот случай, если там что-то произойдет с основным. Еще большая просьба, вот то, что касается подписки на YouTube канал. Конечно, очень желательно сделать повторную подписку, то есть отписаться и заново подписаться. Это достаточно позитивно на динамику канала повлияет, потому что произошла процедура восстановления аккаунта. Большое спасибо, что смотрите меня. Очень надеюсь, что я вам полезен, что мои аналитические материалы позволяют вам на рынке зарабатывать. Хороших выходных.